Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Если вам интересно, как шить вот такие теплые домашние сапожки, чуни, угги, все их называют по-разному, посмотрите этот видеоролик. Начинаем с выкройки. У нас будут всего 3 детали. Это вот голенище, длина полотна 35,5, сюда 21,5, и вот в этих местах по 9 сантиметров. Дальше союзка 14,5 до мысика. От подъема, здесь вот самая высокая точка подъема, в поперечном размер 22,5, и вот от этой линии вот этот хвостик 5 сантиметров. И дальше подошва. Я взяла вот такую водочную стельку. Это мой размер 24,5. Обвела, сделала свободу на облегание, вот пропустила линию такую, в полсантиметра прибавила. И еще добавила припуск на швы. Это у меня распоротые рукава, вот по 2 детали, больших и маленьких. Вы видите, что это драп и одна сторона с набивным, с пробивным таким рисунком. Морозным, очень симпатичный рисунок. И сейчас я переворачиваю это наизнанку, раскладываю детали выкройки. Это самая большая деталь. Вот. И сюда просто тютелька в тютельку разместились 2 детали выкройки. И я сейчас это обведу мелком и вырежу. При очерчивании выкройки из бумаги я поверх выкройки всегда накладываю линейку. Так получается быстрее и ровнее, потому что выкройка из бумаги. То же самое я сейчас проделаю и со второй деталью. Вторую пару деталей я вырезаю из меха, вырезаю канцелярским ножом, держу вот так на весу и аккуратно по намеченной линии, вот таким образом, чтобы не резался мех. Это старая кроличья шубка, она давненько уже лежит без движения, она порвалась когда-то. В общем, она уже давно не носится. И вот я вырезала меховые заготовки по 2 детали каждой. Подошвой мы займемся попозже. А дальше начинаем соединять детали. Мы нашли серединку на одной детали, а на второй детали. И сейчас вот эти выемки на одной и на другой мы будем стачивать. Соединяем наши меточки. И вот таким образом стачаем все на машинке. Стаченные таким образом детали теперь соединяем вот по этим длинным срезам. Так, понятно, да? Не доходя, то есть мы дошиваем только вот до линии закругления. Ну вот, я стачала детали,
Задние швы разутюжила вот таким образом. И теперь все то же самое я проделаю с меховыми деталями. На деталях я нашла середины, поставила метки. Вот, и немножко я убрала мех, потому что он, видите, он длинный. И чтобы он не мешался, я его немножко состригу. Таким образом. Это не овчина. Сильно оголять я мездру не буду. Здесь я сейчас тоже немножко сниму. И сделаю я это по всем срезам. Ну вот, я пришила союзку. И теперь буду соединять срезы, которые у нас образуют шов сзади. Пользуюсь своими прищепками, я вам их уже показывала. И до конца я дошивать не буду. И вот у меня получились стаченных 2 чулка. Нет, 2 трубы. 2 трубы с носиком. И мне теперь их надо соединить. Для этого мне нужно одну из деталей, независимо которую, вывернуть наизнанку и сложить вот таким образом лицом к лицу. Соединить швы и вот так по верхнему срезу стачать. Ну вот, я вывернула, и теперь я соединю машинной строчкой по периметру вот эти вот срезы внутренней и наружной части. А теперь займемся подошвой. Я отступила от первоначального плана. Я не стала переснимать первые кадры. Ну вот как дело идет, так я и снимаю. Эта выкройка тоже имеет место быть, только пошив будет другой. Я взяла небольшой кусок джинсы, очертила стельку и сейчас вырежу с небольшим припуском. Я пристегала джинсовую деталь к войлочной стельке. Вот так это получилось. Стелька здесь толстая. Я замерила 7 миллиметров. Она с трудом влезла под лапку. И тем не менее вот так хорошо получилось. И это будет внутренняя сторона подошвы. И теперь наши домашние сапожки, то есть верхнюю часть, надо пришить к подошве. Я говорила, что вот в этом месте я буду пристрачивать машинной строчкой. Но машинная строчка здесь еще будет, поэтому я внутреннюю и наружную детали прихватила сметочным швом с небольшим шагом. Ну, здесь этого даже не заметно. Шов притачивания будет наружней. И сначала я прихвачу вручную. Переднюю часть я слегка припосажу. Слегка будет присборено. Это необходимо для того, чтобы был небольшой подъем, чтобы стопе было не тесно, чтобы было комфортно. А перед притачиванием находим середину пяточки на подошве, соединяем с швом на заднике
И дальше находим середину в носовой части, середину верхней детали и тоже совмещаем с нашей меточкой. Вот. А остальное вот это видно, что здесь вот оно как бы свободнее, да, верхняя часть. И вот ее как раз мы и будем припосаживать. И вот, девочки, я приметала верх к подошве. Лишнюю я сейчас срежу. И дальше буду пришивать косую бейку. Бейку я выкроила по косой, но опять я нарушаю правила, опять все не по правилам. Вот эти швы должны быть под углом 45 градусов, но у меня, как видите, они совсем не 45 градусов. Ну, это я, чтобы сэкономить. Я не первый раз так делаю. Да, собственно, и скроено было не совсем по 45 градусов, но, тем не менее, вот ткань тянется хорошо. Так, проблем быть не должно. И сейчас я бейку пристрочу и вам покажу. Ну вот, пристрочила я бейку, и сейчас я ее отворачиваю. Аккуратно укладываю и прихвачу сейчас ножевулькой. И вот я прихватила свободную бейку к подошве. И теперь нам надо приклеить окончательную стелечку снизу. У меня есть вот такой коврик. Он куплен был в строительном магазине. Похож на войлок. Я из него вырезала 2 подошвы. И вот он такой рубчиком. Я проверила, он оказался синтетическим, то есть он стираться не будет совсем. Но на деле он оказался тонковатый, я его в 2 простегала слоя прямыми строчками. И теперь я его приклею с помощью клеевого пистолета. Я его сначала промазала посередине. И теперь пройдусь по краям. Происходит это быстро. И делать это надо аккуратно. Мне не нравится, когда клей выглядывает. Ну, вот так. Пройдусь по краешкам, а потом лишнее я срежу. Ну и вот такая аккуратная, практически нестираемая подошва у нас получилась. И вот такая обувка у нас получилась. Их можно назвать как угодно. Угги, чуни, домашние сапожки. Как ни назови, они будут хорошо греть ножки. Здесь приятнейшая меховая подкладка, такой ласковый мех, можно босиком носить. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи!